проблемы отдельных регионов. С этим, мол, следует подождать. Решение общегосударственных задач немыслимо без учета проблем и интересов регионов страны, независимо от того, где они находятся. Я обращаю внимание на эту проблему потому, что в этом зале прозвучало всего несколько выступлений, затрагивавших проблемы малых, точнее, малочисленных народов. Здесь шла речь о союзных республиках, о перестройке их взаимоотношений с центром и расширении их прав. В этой связи нельзя не сказать о том, что воплощение в жизнь идеи о, возможно, большем суверенитете союзных республик, сильных республиках, вызывает, как мне кажется, определенное беспокойство у всех тех народов, которые не попали в число 15 сильных, общее число которых даже в этом зале составляет 50. В целом же в стране их еще больше. Имеет свои формы национально-государственного устройства, а другие лишены каких-либо форм национально-культурной автономии. Более того, возникает масса проблем для национального населения, живущего за пределами своей национальной территории. Отсюда следует, что перестройка межнациональных отношений должна охватывать весь комплекс проблем. В противном случае неизбежны серьезные осложнения, острые конфликты на национальной почве. Предусмотренный действующей Конституцией статус автономной республики приводит к фактическому национальному неравноправию и неравенству. Такое деление народов на ранги является прямым наследием сталинизма, а также административно-командной системы, которая ведет к унитаризации, что особенно отразилось на автономиях. Это положение можно проиллюстрировать на примере развития советской государственности абхазского народа, равно как и других автономий. Советская власть в Абхазии установлена 4 марта 1921 года. Была провозглашена Советская Социалистическая Республика Абхазия. Под нажимом Сталина в декабре 1921 года СССР Абхазии заключила союзный договор с СССР Грузией, который сохранялся до 1935 года. В правовом отношении этот союз означал создание федерации, основанной на равноправии и суверенности обеих республик. Так, например, в статье 4 Конституции Абхазии говорилось: «Социалистическая Советская Республика Абхазия осуществляет государственную власть на своей территории самостоятельно и независимо, поскольку эта власть не ограничена договорными отношениями с Социалистической Советской Республикой Грузией и конституциями Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики и социалистических республик». Этот суверенитет проявлялся также в наличии собственного герба и флага, ряда кодексов и законодательных актов. Однако в действительности этот договор стал началом ликвидации суверенитета. В 1931 году договорная Абхазия была преобразована теперь уже в автономную республику в составе Грузинской ССР. Таким образом, Абхазия чуть ли не единственная республика, политический статус которой изменялся по воле Сталина не по восходящей, а по нисходящей. Сегодня мы многое знаем о массовых репрессиях против советских людей, целых народов в годы культа личности. В истории абхазского народа 1937-1953 годы стали периодом, когда стоял вопрос о ликвидации народа как такового. О том, что решалась именно эта задача, свидетельствует вся совокупность репрессивных акций в отношении абхазцев. Была обезглавлена нация, уничтожены все виднейшие государственные партийные лидеры Абхазии и практически вся только что народившаяся интеллигенция. Репрессиям подверглось крестьянство. С 1940 года абхазский народ перестали называть абхазским народом. С 1941 года прекратились радиопередачи на абхазском языке. В 1945-1946 годах были закрыты абхазские школы, и преподаватели остались вне ее. Абхазцев практически не стало в руководящих партийных и советских органах. Было начато массовое насильственное переселение в Абхазию. На переселение тратились огромные средства, оно не прекращалось даже в тяжелые 1941-1942 годы. Из Абхазии греки, турки и другие, а их дома переданы переселенцам из районов Грузии. За счет такого искусственного прироста абхазцы оказались в меньшинстве на своей древней родине. Репрессиям подверглись исконные названия населенных пунктов Абхазии. Только с 1948-1951 годы на соответствующий лад были переименованы 147 названий. О сути политики того времени Эдуард Амвросиевич Шеварднадзе, будучи первым секретарем ЦК Компартии Грузии, говорил: прямо надо сказать, что в прошлом
В том периоде в отношении абхазского народа проводилась политика, которую практически следует характеризовать как шовинистическую. Давайте будем называть вещи своими именами, которая в корне противоречила как интересам грузинского народа, так и интересам абхазского народа, интересам ленинской дружбы советских народов. Вместе с тем, официальное осуждение культа личности на 20-м съезде партии не повлекло за собой ликвидацию наследия сталинизма. Это наследие до сих пор дает о себе знать. О серьезных нарушениях национальной политики по отношению к абхазскому народу говорилось в коллективных и личных письмах, с которыми обращались центральные, партийные, советские органы, представители различных слоев абхазского народа, интеллигенции, рабочего класса и крестьянства в 47-м, 57-м, 78-м, 88-м годах. На первых порах после такого рода обращений принимались некоторые меры по улучшению положения создавшегося в автономной республике. Однако какое-то время спустя вновь наблюдался возврат к той ситуации, с жалобами на которую обращались представители абхазского народа. Особенно сложилась ситуация в конце 1988 года. На митингах в Тбилиси звучали призывы о ликвидации и так урезанной абхазской автономии. Одно из неформальных обществ разработало борьбы против абхазского народа и его культурных институтов. Примечательно, что это общество, члены которого считают себя поборниками демократии, в составленной ими программе провозглашают, что в 1936-1954 годах было прекращено господство сепаратистов и насилие абсуйцев, так они именуют абхазцев, в отношении других наций, проживающих в Абхазской ССР. Иначе говоря, с точки зрения этих демократов, лучшими были годы, когда шло уничтожение абхазского народа. В Абхазию следовали представители демократов, которые антиабхазские настроения среди местного грузинского населения. Им удалось уже в декабре прошлого года организовать несанкционированный митинг в Сухуми «Шествие по городу». Серьезно обеспокоили не только абхазцев, но и других жителей республики подготовка и обсуждение государственной программы развития грузинского языка, в которой поставлен вопрос об использовании грузинского языка как единственного официального языка всех учреждений, об обязательном обучении ему каждого жителя республики. Это еще раз разбередило незаживаемые раны, напомнило о грубых искажениях истории абхазского народа, о попранных правах абхазской автономии. Особая обеспокоенность абхазской общественности была вызвана тем, что такие действия не получали должной принципиальной оценки со стороны руководства Союзной Республики. Все это вместе взятое стало причиной того, что 18 марта 1989 года в селе Лыхны на исторической площади, где издревле решались важные для судеб народа вопросы, был проведен санкционированный митинг, на котором было принято направленное генеральному секретарю ЦК КПСС, председателю Совета министров СССР и ряду научных учреждений. Под ним поставили свои подписи около 32 тысяч человек, в том числе руководители целого ряда высших партийных и советских органов, все депутаты абхазской. Под обращением подписались также более 5000 русских, армян, греков, грузин и других. В нем была высказана просьба восстановить статус Советской Социалистической Республики, который Абхазия имела в 1921 году при жизни Ленина. Вопреки утверждениям, означает не выход, а восстановление статуса договорной Абхазии. Такой статус, согласно договору 1921 года между СССР Абхазией и СССР Грузией, давал возможность СССР Абхазии самостоятельно решать свою судьбу в случае вопроса о выходе другой союзной республики из СССР. Потому что абхазский народ считает нахождение в СССР единственно возможным способом сохранения своей национальной самобытности. Считаю, что этот опыт союзного договора может быть использован при разработке нормативных актов, регулирующих взаимоотношения других автономных образований с определенными республиками, в которые они входят. Смысл обращения – что расширение прав республики в интересах всего многонационального населения Абхазской ССР и не создает преимуществ какому-либо народу. Обращение ни в коей мере не направлено против грузинского народа, с которым мы желаем и в дальнейшем жить в дружбе. Оценки этого обращения с трибуны Верховного Совета Грузинской ССР от 29 марта 1989 года, как противоречащего духу решений 27-го съезда партии, установкам 19-й Всесоюзной партконференции, абсолютно
неправомерны. Получалось, что абхазский народ не имел законного права высказать свое мнение, а органы союзной республики решили судьбу абхазской автономии задолго до пленума ЦК КПСС по межнациональным отношениям. Оценки руководства союзной способствовали еще большему разжиганию кампании, которая не стихает и по сей день, о чем свидетельствуют, в частности, статьи, появляющиеся в печати даже в дни работы съезда. На встречах с руководством, прибывшим в Тбилиси после трагических событий, представители грузинской интеллигенции представить, что причиной происшедшего явилось лыхнинское обращение, хотя тбилисские события имели другие причины и преследовали иные цели. Мы очень сожалеем о трагедии, происшедшей в Тбилиси, глубоко сочувствуем и считаем, что эти события сторонние и полно расследованы и виновным воздано должное. 26 мая 1988 года в Абхазской АССР было отмечено восстановление грузинской государственности. Дело историков оценивать значимость этого события грузинского народа. Между тем, в истории абхазского народа эти события связаны с государственностью, которая потопила в крови в 18 году абхазскую большевистскую коммуну, а впоследствии осуществляла террор в селах Абхазии. Это празднование привело население автономной республики на грань столкновения. По поступившим и поступающим к нам, к нам многочисленным телеграммам, телефонограммам и другим сообщениям, ситуация в Абхазии по сей день остается очень тревожной. Если не принять срочные меры, может быть поправимой. К сожалению, ЦК КПСС и Совет министров СССР хранят молчание, несмотря на запрос группы депутатов от Абхазской ССР, поданный 25 мая сего года. Мы настоятельно просим всех народных депутатов СССР поддержать наше предложение, создать комиссию из числа народных депутатов по изучению положения дел в области межнациональных отношений в Абхазии. Было бы желательно иметь постоянную комиссию из числа народных депутатов СССР по изучению проблем автономных образований для снятия напряженности в регионах, чтобы не доводить дело до конфликтов. Наша просьба, связанная с Абхазской ССР, продиктована и тем, что экстремистские силы перенесли эпицентр напряженности в Абхазию с тем, чтобы, как мы считаем, спровоцировать людей на столкновение, а в этом наш народ. Сделать нас виновными не составит труда, так как средства массовой пропаганды дают одностороннюю информацию, а представители абхазского народа лишены права высказывать свою точку зрения. Хочу отметить, что люди понимают необходимость максимальной спокойствия, ибо от этого зависит будущее перестройки, будущее нашей великой Родины. И мы, депутаты, делаем и обязаны делать все именно в этом направлении. Еще несколько конкретных предложений. Первое. В палатах и комиссиях Верховного Совета по вопросам межнациональных отношений в СССР учредить систему публичных слушаний и научной экспертизы. Второе. В Палате национальностей Верховного Совета СССР и Верховных Советов союзных республик создать комиссии по национальным группам и национальным меньшинствам. Необходимо вернуться к изначальным принципам советской власти, к ленинскому решению национального вопроса, в основе которого лежит Декларация прав народов России. Решение о создании депутатской комиссии по изучению ситуации в Абхазской ССР внесет определенное спокойствие людей, вернет им веру в торжество справедливости. Спасибо, извините.